Еще одна страна готова отправить свои войска в Украину. Неожиданное заявление премьер-министра. Авиаудар по столице, резиденция президента разрушена. В Москве пошли на уступки. Неожиданное заявление Лаврова. Кремль готов признать Зеленского президентом. Но есть детали, о них мы вам и расскажем. США поставили точку в мечтах России. Война закончится на условиях Киева. Подробности, которые поменяют ваше представление о переговорах. Эти и другие самые важные события. Утро понедельника, 25 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Восточный фронт пылает. Россия бросила в бой все, что есть. Бронетехника, авиация, дроны и даже роботы для подвоза боеприпасов. Но ночь закончилась катастрофой для оккупантов. На Краматорском направлении враг пытался применить чудо-роботов для доставки боеприпасов. Несколько железных ящиков уже пошли в утиль. В Константиновке сущий ад. Россияне обрушили 37 авиабомб и совершили 14 вылетов, прикрываясь поиском военных целей. Но в 90% случаев попадали по обычным людям, машинам, тем, кто просто пытался выехать из-под обстрелов. Повреждена музыкальная школа. Видимо, особо опасный объект. Севернее еще хуже. Под Сиверском 180 обстрелов за сутки. Пытаются взять город в клещи, выйти к Славянску. Но все выглядит жалко. Вместо молниеносного удара глупые попытки штурма малыми группами, которые ВСУ методично перемалывают. Оккупанты надеялись, что в День независимости мы ослабим оборону, но отдыха быть не может, ведь именно в этот день мы также защищаем страну. Невероятные уступки от Кремля. Россия признает Зеленского президентом. Правда, не то чтобы сильно легитимным. Сергей Лавров снова выкатил методичку, но тут же оговорился. Путин все же готов встретиться с Зеленским, хотя Москва заранее намекает, повестка должна быть действительно президентской. В этом качестве мы готовы встретиться с ним, но когда дело доходит до подписания юридических документов, вся картина — это лишь часть того, что устраивает нас. Когда мы придем к этапу, где нужно подписывать документы, нам нужно будет очень четкое понимание всеми, что человек, который подписывает, является легитимным. Согласно украинской конституции, Зеленский в данный момент таковым не является. Лавров – известный знаток украинской конституции, но еще одна цитата, которая прозвучала как ультиматум: Украина, по версии Москвы, цитирую, имеет право на существование только если отпустит людей, которые на псевдореферендумах выбрали русскую культуру. Мечты российских властей о победе и дружбе с США и полном прекращении поддержки Украины разбиты одним интервью с человеком, который, по мнению пропагандистов, уже и так у них в кармане. Вице-президент США объяснил, как он видит конец этой войны. Правда, он сказал еще, что Россия впервые за 3,5 года полномасштабного наступления пошла на серьезные уступки. По его словам, Москва признала не установить марионеточный режим в Киеве, не лишить Украину независимости она не сможет. Более того, Джей Ди Венс подчеркнул, что россияне проявили готовность к гибкости в части ключевых требований, включая признание территориальной целостности Украины после окончания войны. Я не сказал, что они уступили во всем, но в чем они действительно уступили, так это в признании того, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Прежде всего, именно украинцы в конечном счете будут принимать решения о том, где должны проходить территориальные границы в их собственной стране. Тем временем в Киеве звучат сигналы о готовности к диалогу после переговоров с Дональдом Трампом. В Белом доме Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным без предварительных условий, но на следующий день Белый дом подтвердил, подготовкой этой встречи занимаются сразу несколько представителей администрации: госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и спецпредставитель Стив Уитков.
Украина не получает разрешения от США для нанесения ударов по РФ. Они ей просто не нужны. Зеленский жестко ответил на сообщение о том, что Пентагон якобы блокирует украинские удары по территории России ракетами большой дальности. Президент Украины заявил на пресс-конференции, что ВСУ наносят удары исключительно украинским оружием, произведенным на отечественных заводах, и никакого согласования с США для этого не требуется. Сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. А колись це було, ви пам'ятаєте, було різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Так он отреагировал на публикацию The Wall Street Journal, где со ссылкой на источники утверждалось, Пентагон в последние месяцы блокировал использование Киевом ракет «Атакамс» и «Storm Shadow» для ударов по России. Мы говорили об этом с вами в предыдущих выпусках. По данным издания, минимум один раз Украина пыталась применить «Атакамс», но Вашингтон отказал. Россия и Украина провели обмен пленными. На свободу вышли по 146 человек с каждой стороны. Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты. Большинство освобожденных находились в плену с 2022-го, с первых месяцев полномасштабного вторжения. Среди них бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, похищенный россиянами в апреле 2022 года. Нас не треба плакати. День потримали, вже сказали, що буде обмін, а потім сказали, що це жарт. Я думаю, що перш вискочить там з цими кульками і буде казати, що розіграш. Але, це добре. Бачите, сталося це добре закінчилось, це головне. Але дуже багато хлопців, і саме головне, що ми люди більше віці, і нам якось зрозумілося. Ми через багато що пройшли, чи багато чого пережили. Потім є багато що вам розповісти. А там молодь, вона ламається. Там настільки є багато чого вам розповісти. головне завдання цієї російської влади знищити нас і фізично, і морально. І вони достатньо успішно це роблять. Дуже багато хлопців, ви знаєте, там і суїциди, і просто травмують. Ну, я не хочу зараз цей святковий день розповідати. Сначала его удерживали в самом Херсоне, а позже перевели в колонию на территории России. Известно, что Миколаенко в 2022 году отказался от обмена, чтобы на свободу вышел другой украинский военнопленный с тяжелой болезнью. После этого россияне исключили его из списков на обмен, ну а теперь он дома. Еще одна страна фактически вступает в активную фазу войны с РФ. Канада будет собирать с Украиной дроны. Премьер-министр страны Марк Карни во время визита в Киев по случаю Дня независимости сделал несколько ключевых заявлений, главным из которых стало начало совместного производства беспилотников, а также намекнул на участие канадских военных. Мы совместно с союзниками коалиции желающих и с Украиной отрабатываем механизмы предоставления гарантий безопасности на суше, в воздухе и на море. Я бы не исключал и присутствие войск. Параллельно мы инвестируем сегодня $2 миллиарда в новую военную помощь Украине. Из них 800 миллионов пойдут на укрепление украинского арсенала. Это самое необходимое – дроны, боеприпасы, бронетехника. Авиаудар по столице. Под бомбами оказались президентский дворец, военный комплекс, электростанции, топливные склады. По данным армии обороны, дворец давно стал частью военной инфраструктуры, откуда хуситы координировали атаки по Израилю. Теперь от него мало что осталось. Reuters со ссылкой на хуситов сообщает минимум 2 погибших и 5 раненых, но куда серьезнее удар по символике. Дворец, где заседал режим, превратился в цель для израильских пилотов. Террористический режим хуситов на собственном опыте убеждается, что он платит и будет продолжать платить очень высокую цену за свою агрессию против государства Израиль. Кто нападает на нас, мы бьем по ним. Кто только планирует нападение, мы бьем по ним. Думаю, весь регион сейчас узнает о силе и решимости государства Израиль.
В Иерусалиме объясняют операцию просто: это ответ на удары хуситов. За последние дни по Израилю запускали беспилотники и даже баллистическую ракету с кассетным боеприпасом. Хуситы же оправдываются солидарностью с Газой и заявляют, что их атаки — это поддержка палестинцев. Израиль отвечает: солидарность превращает Сану в руины. Но тут на горизонте появляется Иран, который вступается за свои прокси-силы. Те, кто говорят, не кричите лозунги против Америки, она может разозлиться и начать враждебно относиться к вам, поверхностны. Аналитики, которые спрашивают, почему вы не ведете прямые переговоры с Америкой и не решаете свои проблемы, тоже. Необходимо перекрыть пути, по которым сионистский режим получает помощь. То, что делают сегодня смелые люди Йемена, это правильно. Что будет делать Иран? Будет ли обещать новые удары по Израилю? Об этом верховный лидер ничего не сказал. Снова люди на улицах, снова вспыхнули массовые протесты в Сербии. Десятки тысяч людей вышли на улицы по всей стране, чтобы выразить протест. Это уже вторая такая мобилизация населения за 3 дня. Акции организовали антиправительственные группы и студенческие движения. Их главный лозунг — демократические реформы, подотчетность власти и отставка президента Александра Вучича. По данным полиции, мирные собрания прошли сразу в 71 городе и муниципалитете без зафиксированных инцидентов. Сам Вучич, выступая на митинге, призвал к диалогу. Он заявил, что конфликты, цитирую, могут быть решены только переговорами. Конец цитаты. Ну и выразил уверенность, что именно этот путь будет принят. Нобелевская премия для Лукашенко. Еще один кандидат на миротворца на этот раз говорит: и не надо она мне, даже если предложили. Правда, предлагают пока только свои же пропагандисты. Да я плевать хотел на эту Нобелевскую премию, потому что у нас свое отношение к этой Нобелевской премии. Она уже дискредитирована полностью. Вы же видите, кому только не давали. Чисто политическая игра. У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек. Ну и что в этом плохого? Человек хочет Нобелевскую премию. Если это так. Ну и на здоровье. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.